Ранним осенним утром лесник Андрей обходил дальний участок заповедника и неожиданно услышал слабый собачий лай. Звук доносился из густых зарослей возле старой просеки, куда редко заходили даже грибники. Раздвинув мокрые ветви, мужчина увидел белую охотничью собаку, прикованную тяжелой цепью к сосне. Она лежала на холодной земле, почти не поднимая головы. Рядом стояла пустая миска, а вокруг дерева были вытоптаны следы, показывавшие, что животное находилось здесь уже несколько дней. При виде человека собака попыталась встать, но задние лапы задрожали, и она снова опустилась на землю. Андрей дал ей воды, немного корма и внимательно осмотрел ошейник. На потертой кожаной полоске сохранилась металлическая пластинка с кличкой «Белка» и номером телефона. Связь в лесу почти не ловила, поэтому лесник перерезал ржавую цепь инструментом и осторожно отнес собаку к машине. В ветеринарной клинике выяснилось, что Белке было около 10 лет. Она страдала от истощения, воспаления суставов и старой травмы лапы, но серьезной угрозы для жизни уже не было. По номеру на ошейнике удалось найти владельца. Им оказался пожилой охотник Виктор, живший в деревне неподалеку. Сначала мужчина утверждал, что собака убежала сама, однако Андрей рассказал о цепи, миске и следах возле дерева. Тогда охотник признался, что специально оставил ее в лесу. Белка много лет сопровождала его на охоте, находила птицу и не раз помогала выбраться из болот. Но с возрастом она стала медленнее, плохо слышала команды и больше не могла долго идти по следу. Виктор решил, что старая собака ему больше не нужна, а платить за лечение он не хотел. Его слова потрясли сотрудников клиники. Белка прожила рядом с человеком почти всю жизнь, но была брошена именно тогда, когда особенно нуждалась в заботе. Андрей отказался возвращать ее бывшему хозяину и оформил все необходимые документы. Первые недели собака жила у него в теплом сарае, превращенном в небольшую комнату. Она долго вздрагивала от звука цепи, боялась оставаться одна и каждую ночь ложилась возле двери. Постепенно лечение помогло. Шерсть снова стала белой, а в глазах появился интерес к жизни. Белка уже не могла бегать по лесу, как раньше, зато сопровождала Андрея во время коротких прогулок и терпеливо ждала его у дома. Однажды зимой лесник поскользнулся на обледеневшей тропе и повредил ногу. Белка начала громко лаять и не успокоилась, пока соседи не пришли на помощь. Даже состарившись и потеряв силы, она осталась верной человеку. Только теперь рядом с ней был хозяин, который ценил ее не за охотничьи способности, а просто за то, что она была рядом. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!